Всем привет! С вами Владислав. Сегодня я нахожусь в довольно необычном месте. Это город Кисарадзу, порт Кисарадзу. Сегодня я здесь нахожусь, так сказать, по работе. Ну и так как есть немного времени поснимать видео для вас, я вам покажу, как происходит погрузка на один из больших наших кораблей в компании, на который мы грузим в районе 600 машин. Поехали! K がたまたま多かったら詰めるけど K が Только здесь, да, Только здесь, вот, заказывают. после того случая. Это сердце машины. Порт Кисарадзу на самом деле один из больших портов Японии, откуда выходит большая часть японских и европейских автомобилей на разные страны. Сейчас вы можете увидеть, что вот эти автомобили, которые стоят посередине, это все автомобили, которые сегодня должны загрузиться на пароход. Погрузка сегодня началась в 8:30 утра, и пароход был поставлен к причалу уже где-то 7:30. Далее уже можете наблюдать, внизу находится аппарель. То есть аппарель опускается, и машины уже, которые все прошли таможню, вон они, видите, начинают постепенно загружаться. Люди в синих комбинезонах — это стивидоры. На каждую погрузку нанимается бригада стивидоров в зависимости от количества машин. Сегодня были наняты две бригады по 15-20 человек. Здесь они их крепят, да? Ага. Ой, пока одна бригада завозит машины, вторая их крепит. Крепят на такие локеры, видите, чтобы в процессе передвижения парохода машины не качались и не было никаких повреждений. Расстояние между машинами где-то 10 сантиметров. И обязательно вот есть человек, который пересчитывает все машины, потому что количество важнее всего. Вторая партия заезжает сейчас. Я думаю, еще минут 20 и просто здесь все заполнится автомобилями. Вот эта белая машина, которая сейчас поехала, она поехала забирать сотрудников, которые перегоняют машины. Допустим, 10 сотрудников садятся в автомобили, заезжают туда, и чтобы не возвращаться своим ходом, их просто другой сотрудник на машине забирает, возвращается на причал, да, и уже перегоняет другие автомобили. Мы находимся на палубе P1. Здесь расположено 89 единиц. Вниз еще 3 палубы у нас. Самая маленькая вмещает в себя 60 машин. На данном судне 6 палуб. Это одна из. А это, получается, самая большая палуба. Это самая большая, да. Сюда сколько машин влазит? Сюда машин 120. 120, да? Но на остальных где-то под 100. Да, 100, максимум. самая маленькая 60 машин. Да, видишь, здесь и высота еще 2,7. Это очень выгодно, хороший. Ну да. Мало где есть такая высота. Здесь 4 метра, вот, где мы стоим. Грузовики можно перевозить, экскаваторы. Ну и что же такое РОРО?
Ро-ро это получается от английского roll on и roll off. Roll это перекатываться. Дословно переводить, получается, что машина перекатывается внутрь и выкатывается. Вот. Ну и для этого данному пароходу необходима аппарель, по которой машины будут въезжать на пароход и при выгрузке, наоборот, выезжать. Какие плюсы у данного судна? Первый плюс – это большая вместимость. Как правило, на такие пароходы можно погрузить от 300 машин и выше. Большинство пароходов это 500 автомобилей. А если огромные, которые ходят в Европу, допустим, из Японии, это и по 2000, и по 3000 машин. Второй плюс – скороходность. Они очень скоростные. Даже вот этот пароход, который был сделан еще там в начале 2000-х годов, он ходит со скоростью 11 узлов. Вот. А соответственно, современные пароходы, да, на которых можно погрузить и 2000, и 3000 машин, то есть они там уже от 14 и от 15 узлов ходят. И, наверное, самый большой плюс – это скорость погрузки. Получается, что машины быстро заезжают внутрь, стивидоры их быстро закрепляют, возвращаются с другими, ну и, соответственно, туда-сюда быстро-быстро перегоняют их, и погрузка просто заканчивается в ближайшие часы. Вау! Это основной двигатель парохода. Вообще ничего не слышно. То есть управление двигателем происходит именно отсюда. Угу. Это сердце машины. Угу. Также вот этот рычаг сейчас на стоп стоит. Полный ход, малый ход. Угу. Все команды происходят с мостика. С мостика. Но команды происходят в машинное отделение. А, сюда. И здесь уже механики или мотористы Угу. предпринимают какие-то действия, чтобы Мгм. судно двигалось, либо остановилось. Сейчас 10 часов. У стивидоров начинается небольшой перерыв. Половина машин уже погружена, остальная половина будет догружаться после перерыва. Пока что у стивидоров перерыв. Мы решили съездить, доехать до ярда, потому что он здесь находится, где-то в 2-3 минутах езды на машине. Ну и на ярде уже посмотрим, какие автомобили есть. Сделаем небольшой обзор ярда. Налево. Да. Только что приехали на ярд и сразу же видим, подъехал трейлер, привез 5 машин. Скорее всего, это наши автомобили. Сейчас будет разгружаться. My son was there in Russia, St. Petersburg, for 1 week. He was there. I love Russia. Thank you, Yes. thank you. Ну и, собственно, вы уже, скорее всего, задались вопросом, что такое ярд? Зачем сюда привозят машины? Для чего? Почему здесь так много машин? Почему они здесь хранятся? Ярд, получается, я бы сказал, что это такая большая парковка, на которой находятся автомобили до момента отгрузки. То есть, понимаете, на аукционах каждый день покупается огромное количество автомобилей, заказываются они транспортным компаниям, едут на аукционы, забирают эти автомобили и доставляют на ближайшие ярды. И так как автомобилей очень много, их приходится складировать на таких больших площадках. И уже после того, когда будет назначен пароход на них, и сотрудники ярда уже будут эти машины готовить к отгрузке. Эти машины будут проходить японскую таможню. То
То есть если все нормально, дальше автомобили будут перегоняться на причал. На причал они, как правило, перегоняются где-то за 1-2 дня до момента прибытия парохода в порт. Ну, получается, большую часть времени, да, с момента привоза с аукциона они хранятся именно здесь, вот на ярде. Что мне больше всего нравится, смотрите, как ровно они устраивают эти автомобили. Просто по линии, все четко, аккуратно, красиво. Автомобили, доставленные на ярд, выгружаются с трейлера. Далее сотрудники их перегоняют в определенное место. Когда машина поставлена в определенное место, ее фотографируют, чекерят, что подразумевается, да, под словом чекерить. Чекерить означает то, что машину проверяют, все ли с ней нормально, заводная она, не заводная, нет ли никаких на ней повреждений. Открывают капот, досматривают, ну и, соответственно, делают фотографии. Когда вся эта процедура завершена, фотографии загружаются на определенный сайт, где наши клиенты, да, которые купили автомобили, могут посмотреть уже фотоопись ярда. Тем самым убедиться, что машина доставлена с аукциона на ярд, да, с ней все нормально. И в ближайшее время, да, машина будет уже готовиться к погрузке. В целом, да, так по первому впечатлению кажется, столько машин, да, постоянно в движении, можешь, да, прокатиться на разных автомобилях, ну, как бы работа мечты, особенно те, кто любит машины и все, что с ними связано. Но на самом деле работа сотрудника ярда, она довольно тяжелая. В плане того, что здесь очень жарко летом и очень холодно зимой. Сейчас вот я снимаю, ветер чувствуется. Поэтому я представляю, если зимой, да, где-нибудь в декабре будет дуть сильный ветер, здесь просто, мне кажется, можно околеть. А касательно лета, летом очень жарко. Даже сейчас, получается, у нас середина апреля, но сколько здесь мы ходим? Минут 20. За 20 минут я уже просто вспотел, потому что солнце печет очень сильно. Иногда сотрудников ярда просто, ну, немножечко жалко. Данная машина у нас отправляется на Германию. Данные машины, кстати, отправляем в Германию как и в контейнерах, так и на ророжках. Это легенда, такой салон. Мне кажется, еще ездить и ездить на этой машине. Немецкие клиенты, да, они покупают такой вот раритет, да, какие-то такие необычные машины. Ну и вы, соответственно, спросите, а почему немецкие клиенты, да, покупают Мерседесы в Японии? Но здесь ответ простой. Потому что эти машины в очень хорошем состоянии, на них очень маленький пробег, салон практически идеальный, поэтому если эту машину продавать в Германии, можно очень хорошо заработать на этом. Нам необходимо возвращаться в порт, потому что уже где-то минут через 30 будет заканчиваться погрузка. Ну и нам хочется посмотреть, как последние автомобили заезжают на пароход, как закрывается аппарель. Ну и в целом хотим проводить наш кораблик в Владивосток, чтобы благополучно он добрался до порта Владивостока. Ну и машины пришли в сохранности, в целости. Вот мы вернулись на причал, погрузка продолжается. В принципе, машин уже остается не так много, как было изначально. Скорее всего, минут 20-30 и погрузка закончится. Ну, вот сейчас сотрудник подошел ко мне и сказал, что остается 45 автомобилей. Ну, еще немножко и погрузка закончится. Также, я думаю, у вас возник вопрос касательно движения парохода. Сколько он идет из Японии до Владивостока. Мы находимся в Кисарадзу. Город Кисарадзу это сторона Тихоокеанского побережья. То есть, да, это противоположная сторона, получается, к Владивостоку. Соответственно, здесь пароходы идут чуть-чуть подольше, чем со стороны Японского моря. Пароходы, которые грузятся на стороне Японского моря, вот так как порты ближе всего расположены к порту Владивостока, соответственно, там пароходы идут 2-3 дня. Но здесь расстояние больше, да, получается, противоположная часть, поэтому
пароход идет на 1-2 дня больше. Вот, соответственно, как правило, ну, Ocean Pride, сколько у нас уже ходит, доходит до Владика где-то за 4-5 дней. Сейчас 12 часов 14 минут. Ну, в принципе, по плану. Так и планировали завершить. Все машины погружены, без всяких инцидентов. Все прошло нормально. Будут поднимать вот эту аппарель, да, закрывать ее. Вот, и спустя некоторое время пароход уже отчалит от причала и направится в Владивосток. Аппарель поднята, документы о погрузке капитану переданы. Все прошло нормально, быстро, качественно, четко. Через пару мгновений пароход будет отчаливать, ну и уже направляться в Россию. Показал все, что смог по максимуму. Если будет возможность еще раз приехать либо в этот же порт, либо в другие и показать, да, погрузку других пароходов, конечно же, обязательно съезжу, покажу, сниму. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, если вас какие-то интересуют. Спасибо за просмотр. Всем пока. До встречи в новых видео.